Здорово. Открываем Cubase. Для начала нам нужно найти какой-нибудь дремучий оркестровый сэмпл. Я уже нашел кое-что, давайте послушаем, как он звучит. Неплохо. Давайте сразу посмотрим его тональность через Keyfinder. Так, до минор. Окей. Давайте сразу возвысим на 2 полутона вверх. Мне кажется, так будет интереснее звучать. Отлично. Сразу пометим, что это будет ре минор. Пошлем сэмпл на первый канал. Подрежем ему сразу низы. Давайте где-то... Ну, так будет нормально. Подпишем сэмпл. Так, окей. Теперь нам надо расставить какую-то ритмику. Пропишем кик. Открываем Piano Roll. 100% громкости. Так, и сделаем один тихий удар перед громким. Ну и с битом это будет звучать, точнее с сэмплом. Неплохо. Так, пошлем кик также на отдельный канал. Пропишем снейр. Обрежем хвост. Также закинем снейр на канал. Отлично. Так, и скрепим это все дело хэтами. Так, хэты также пошлем на канал. И послушаем, как все это вместе будет звучать. Так, не хватает только баса, и в принципе основа будет готова. Берем 808 из секретного драм-кита и кидаем его также на канал. Отлично. Сразу кинем эквалайзер, чтобы поднастроить. И пропишем наш 808 под кик. Возьмем те же ноты и приведем в тональность. Ре минор. Так, продлим ноты, Ctrl-L. И теперь наш бас будет звучать под кик. Послушаем, как это вместе звучит. Так, только здесь вот эту ноту я замучу. Когда играет тихо кик, бас вообще не будет появляться. Да, в принципе-то и все. У нас уже и так больше 3 дорожек. Я думаю, это уже достойно. Можно отправлять. Давайте не будем застревать в лупе и сразу сделаем интрошку. Допустим, 2 раза. Здесь сделаем небольшую паузу, обрежем. И сюда можно будет кинуть тег. А давайте сразу и кинем. Отлично. Дальше мы можем нажать сочетание клавиш Alt-T и
прописать маркеры, сделать маркеры, допустим, сделать интро. Здесь у нас будет куплет, а здесь будет припев. Перед припевом также можно прикольно сделать какую-нибудь небольшую паузу. Давайте обрежем для начала вот так, правой кнопкой. Послушаем, как это звучит. Нет, еще больше можно. Вот так, допустим. И берем фил. Также кинем его на канал. Окей, послушаем, как это звучит. Кайф. И сюда добавим дополнительный инструмент. Допустим, у нас дроп synth. Так, и смотрите, да, у нас пустой паттерн с 808. Можно потом для удобства, допустим, зайти в этот паттерн, где у нас кик с 808, нажать Ctrl-X, перейти в 808, нажать Ctrl-V. Вот. Потом может пригодиться. Так, я здесь немножко рано сделал переход с куплета на припев. Я накидал небольшую мелодию в дроп. Такой ненавязчивый звук, который не будет оттягивать на себя внимание. Вот как он звучит. Ну и с битом это будет звучать примерно так. Чтобы немного усилить дроп, подчеркнуть его, можно добавить еще хэтов, таких более ярких. Кинем их также на канал. И так, напишем head drop. Прописал заранее MIDI. Так, ну, и это будет звучать вот так. То есть такой гуляющий по velocity head. Можно его чуть-чуть сдвинуть. Чуть сделаем потише. Ну и послушаем, как это будет звучать с дропом. А здесь можно сделать на кике такую интересную штуку. Поставить триплеты. Ту-ту-ту-ту-ту. По velocity, чтобы оно поднималось. Или сделать их быстрее. Допустим, вот так. Можно вот так выделить и альтом провернуть колесиком. Неплохо. На начале дропа можно сделать интересный слайд, чтобы его также отделить от куплетной части. Сейчас покажу. 2 раза нажимаем на ноту, нажимаем слайд, accept и прорисуем мелодию. Послушаем, как это будет звучать. Кайф. Я совсем забыл про виниловый шум. Он может быть едва слышным, но очень круто скреплять композицию, добавлять какой-то шарм ей. Сейчас послушаем, как он звучит. Буквально чуть-чуть. Шероховатости добавить. Олдскульности. На куплете можно даже выключить, можно оставить или сделать тише.
Отлично. Я немного пошаманил над битом, все супер просто. Минимум дорожек, бит получился не нагруженным. В общем, дабы не растягивать видос, я покажу основные фишки. И номер один — это фильтр на мелодиях. Он идет в интро, в яме и в аутро. В общем, в таком ключе. Так, дальше продлил саб после основных частей, то есть саб-бас, вот, допустим, здесь перед ямой после припева у нас он заканчивался здесь, и я вручную продлил ноту и сделал такой как бы pitch-down. Громкость также уходит на 0. В бите это звучит следующим образом. Интересный эффект, он дает более плавный переход на следующую часть. Так, номер 3. Во второй части проредил сэмпл и 808 под него вручную. Вот как это звучит. С вокалом этот прием, как правило, звучит еще более эффектно. Так, номер 4. Это эпическая сбивка на выходе из ямы. Давайте послушаем сбивку в соло. И со всем остальным это звучит так. Это библиотека контакта, вот называется Damage. Офигенная библиотека, всем советую. Очень много лупов, интересных ваншотов. В общем, для любых стилей советую обязательно. Так, и номер 5 — это брейки в аутро. Вот так они звучат. И так это звучит в бите. Ну что, господа, вот такой проект у нас получился. Если есть вопросы, пиши в комменты, на все постараюсь ответить. Также заглядывай в описание, там много полезного.